Так, ну что ж, друзья, всем привет. С вами сегодня Турямбыч. Сейчас я вам это докажу. Работает. Так, давайте камеру, наверное, куда-нибудь... Куда бы нам ее убрать, чтобы она не сильно мешалась? Может, куда-нибудь сюда, сюда. Где тут самое ненужное место на экране? Наверное, тут. Так, ну, в общем, что? Мы с вами играем Ведьмака. Продолжаем. Я не знаю, где вам лучше поставить, короче. Ох ты, Илья Валерьевич, спасибо за подписку, месье. А вот тут, мне кажется, он сильно мешать не будет. Все, погнали. Вроде все видно, все слышно. В общем, всем привет. Мы продолжаем играть в Ведьмака. И у нас каменные сердца мы прошли, основной сюжет прошли, и кровь и вино. И мы остановились на очень любопытной части. Здесь госпожа Анна Генриетта, которая королева, пошла расследовать дело о пропаже бутылки вина. В общем-то, человек, который шантажирует, а может быть и не человек, в общем, тот, кто шантажирует вампира высшего, украл его невесту и заставляет убивать всяких разных неугодных ему личностей. И на одном из посланий обнаружилось пятно от вина, и владелец этой винодельни признался, что вино куда-то налево продал. Вот мы сейчас будем узнавать, кто же это его выкупил. Здрасте, Илья Валерьевич, с наступившим чем? И вас тоже. Ну, если Новым годом, то спасибо. Ведьмак, поторопись. Так, Ведьмак, поторопись. Сказать Дамьену, когда вы будете готовы к засаде. В общем, суть в том, что мы сейчас... те, кто люди, которые купили это вино, они заказали еще вина, и мы сейчас будем делать засаду на этих товарищей. Люди готовы. Скажи только слово, и мы выступим к крепости Астре. В общем, вы поняли. Винных воров. Погнали. Ждать не стоит. Начнем. Поехали. Мы поедем пораньше, займем позиции. А ты с повозкой присоединишься к нам позднее. Зашибись. Хорошо. Когда начнется обмен, ждите моего сигнала. Ну, если в этом году не видел, тогда да, тоже тебя с Новым годом, Рождеством. Несколько часов спустя. Руины крепости Астре. Типа я... Тихо. Ссылочку на донатик? Как я могу отказать уважаемому человеку? Тебе в рублях же? Если в рублях, то приблизительно... А вот она. Если в рублях. Пожалуйста. Так, ждем. Да-да, Владимир, да-да. Именно. Оп, 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 ничего себе. Вот это дела. Это воры какие-то мутные. А вот и винокур. Не похож он на винокура. Хера себе винокур. С мечами и в доспехах. Ну? Это не он. Засада. Ну шо, пацаны? Ох, ё-мазай! А кто взорвал бочку-то? Это я, что ли, огоньком? Ха-ха! Нормальное кино. Что-то с бочкой было не то. Так, ладно. Отходим. Пробел пропустить.
А, вон она, бочка. Его надо! Вместе! За мной! За мной! Ты у меня в петле попляшешь! А чё я их этим бью руками-то? У меня кроме рук много чего интересного есть. Колдует. Зелёный дракон, здорово. Да я вообще колдун. А тебе в трусах не холодно? Вместе! Мужайтесь! Чары! Магия! Бочку только не взорви мне. Совеститься можно? Мне, да, мне все можно. А я зеленый дракон уже, наверное, не меньше проиграл. От моего знака. Таков был план, но... Прекрасный выстрел. Хорошо, что ты среагировал. Всякое могло быть. К твоим услугам. Хороший был бой. Мы схватили одного мерзавца. Пойдем, поговорим с ним. Ведьмак, вот еще что. Я ошибался насчет тебя. Да, у тебя не было причины мне доверять. Но в этом есть и моя вина. Это правда, ты не самый приятный из людей. Во всяком случае, я вижу, что ты хочешь помочь. И ценю это. О, А нихера я твоей себе. милости. Она ждет неподалеку. Вот это да. Ё-моё. Валерьевич говорит с наступившим. Здоровья всех благ, а ну и интернет стабильный. Спасибо большое, Лев Валерьевич. Вообще царский занос. Прям пипец, я в шоке. Ничего себе. О, вот это да. Спасибо огромное. Тебе тоже счастья, здоровья. Всего самого наилучшего. Стабильный интернет обещали, короче, проложить в следующий понедельник. Не вот в этот вот, а в следующий. Надеюсь, что он будет хотя бы в половину более стабильный, чем этот. Фу. Спасибо большое. Это было круто. С наступившим. Assassin's Creed Одиссею прохожу на кошмаре 99 уровень. Ну ты задрот. Здравствуйте, Хеджихок. Рад вас видеть. Фу. Так, подождем ее милости. А она здесь? Постой, а она здесь? Ты же не думал, что я отпущу вас одних? Особенно сейчас, На реплей когда каждый закинуть час может быть на завтра. Сегодня нет. Приведите этого вашего пленного. Надо Сегодня задать никак. ему несколько вопросов. Прибереги свой реплей. Капитан, окажите честь. О, 6,29 пуков, ничего себе. Кто вас послал? Недурно. Зовут его пес. Тогда И буду говорят, ждать. что он твою мать ебал. Еще раз. Кто вас послал? Твои бабы, любовник. Зовут... Подожди. Не хочет. Пусть не говорит. Он поможет нам Привет, стрелок. иначе. Ведьмаку наверняка нужна приманка для бестии из Баклера. Как же это? Какая она хитрая женщина. Израиль качаешь? А, ну тогда точно извращенец. Разумеется, он мне пригодится. В таком случае он твой. Капитан, Всех давить, пусть ну. твои люди найдут крепкую веревку, чтоб не порвалась, когда мы подвесим его на дереве. Hello, Brom Games. Веревку? Отличная выйдет приманка для чудовищ. Если они почувствуют запах крови, то уж об этом я позабочусь. Что? Нет! Сука, нет! Остановите его! Не дергайся, береги силы. Тебе предстоит долгая ночь. Нет! Остановите его! Я все скажу! Здрасте, господин Вэлл. Куда вы должны были отвезти эти бочки? Не знаю. Капитан, нам все-таки понадобится веревка. Правда, не знаю. Это Хорниц главный.
только он и знал, куда нам ехать. А теперь он мертвый лежит. Вот он. Первую бочку мы отвезли на портовый склад. А куда везти Блин, эту, я не знаю. А может быть, надо Правда? было его избить, Умоляю вас, поверьте а мне. не убить? Кто тебя нанял? Может, зря их Он перебил-то меня всех. убьет. Я тебя должен больше беспокоить. Что за он? Ну быстро! Говори! Зовут Центриец. Я его никогда не видел, но знаю, что это он нанимал людей для дела. Так и говорили, мол, мы работаем на Центрийца. Угу. Больше не знаю, клянусь. Возьмите его и заприте в подземелье. Пускай ждет суда. Туда-сюда. Капитан, едем в город. Собери людей и поищи этого центрийца. Наверняка его еще кто-то видел. Так точно, ваша милость. Как только я что-нибудь узнаю, я явлюсь во дворец. Ну хороша же, Я не а? возвращаюсь во дворец. Наша с ведьмаком миссия еще не окончена. Мы будем ждать тебя на посту возле порта. Отправляемся в город. Ну какая, а? А? Мадама. Опаздывает. Спокойно, он придет. Мне вот что интересно, ведьмак. А я Вэл Ты хотел можешь сегодня так засадить в нечаянно этот самый, в Тарков, но она отказалась, говорит, сегодня не Это пойду. побочный эффект мутаций. Ведьмаки редко нервничают. А вдруг с ним что-то случилось? Думаю, капитан сумеет о себе позаботиться. Может, и сумеет. Только этот центриец непростой головорез. Ему удалось выкрасть княжеское вино из-под носа у моих гвардейцев. Если бы не случайность, мы бы никогда об этом не узнали. И это он назначал жертв вампиру. Нужна отчаянная самоуверенность, чтобы шантажировать такое чудовище. Таки да. Каждый когда-нибудь ошибается. Ошибка центрийца была в том, что он украл Сангриаль. Если бы мы не нашли это винное пятнышко. Тогда он довел бы свой план до конца, хотя я не уверен, что за похищением и шантажом стоит именно он. Неважно, центриец приказал совершить эти убийства или нет, мы должны его найти. Ох, Вэл, не Даже говори. если это не его рук дело, Не Вэл, так спотыкач он может знать настигнет. имя шантажиста. Кроме того, есть еще один вопрос, столь же важный, как и то, кто заказал убийство. Зачем? Кто-то идет. Нет, ну будет у них интересно или не будет Что все-таки? так долго? Ты должен был вернуться несколько часов назад. Центриец работает не один. Мы боремся не с ним, а с целой бандой. Он подослал к нам своих головорезов. У одного гвардейца сломана рука, у другого раздроблено колено. Он останется хромым. А за твою голову, ведьмак, он, кажется, назначил немалую награду. Не в первый раз на меня охотятся. Да уж. Могу представить. Мы проверили, кто снял портовый склад, куда раньше свозили вино. Нанимателем нищий. Подставное лицо. Привет, Акимадай. Мы нашли И тут, его и там расспросили. показывают. Того, кто заплатил за аренду склада, он встретил, Hello, когда Сахендра. просил милостыню у Фазанерии. Там нам помог случай. Официантка вспомнила, что пролила вино на дворянина, который говорил с центрийским акцентом. У них там сплошное вино. И как он выглядел? Описание не слишком приметное. Красивый мужчина, с бородой. Это мог быть кто угодно. Но она вспомнила, кем была его спутница. Привет, майор Пейн. Центриец встречался с Сесилией Беланте. С певицей? Я слышала о ней. Говорят, она очень Сесилия. талантлива. Ну, С конечно. ней самой. Если Мы она сейчас же отправились к ней Сесилия. домой. Сесилии не было, но мы допросили ее прислугу.
Горничная сказала, что Сесилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином. Да вы что? Она пригласила его на прием в Мандрагоре. Обалдеть. Что еще за Мандрагора? Клуб. Там собираются люди искусства. Художники, трубадуры и танцовщики. Никогда не слышал. Они создают вокруг Мандрагоры атмосферу ложи для избранных. То и дело устраивают приемы, на которые приглашают только богатых меценатов. Надевают карнавальные маски, а потом пьют и флиртуют. Бордель, короче. Если мы хотим его поймать, придется попасть на прием. Ведьмак, ты читаешь мои мысли. Я соберу людей, оцепим место встречи. Мышь не проскочит. Исключено. Если у центрийца есть люди по всему городу, он может узнать о засаде и снова улизнет. Опять трубадуры будем косплеить. Верно. Надо действовать осторожно. Лучше будет смешаться с толпой. Мы так и сделаем. Мы? Мы, ваша милость. Я и Геральт. Я пойду с ведьмаком. Ему пригодится. Засиделась она дома, я смотрю. Где Засиделась. состоится прием? Встречи Мандрагоры проходят в одном и том же месте. В резиденции в Верхнем городе. Это очень элитарный район. Геральт, надень что-нибудь соответствующее. Встречаемся в Верхнем городе в переулке Рыцари Наживы. Так. Так, ладно, рыцари наживы. Но мы его достанем. Я вот что думаю. Давайте, может, еще одно что-нибудь посмотрим, а то мы что-то как-то упоролись тут. Может, нам еще что-нибудь попройти? Надо будет удвоить патрули. На всякий случай. Да, конечно, удвой. Все удвой. Давайте какой-нибудь сайт-квестик, может, сделаем, а то... Или что, или нет? Или пойдем дожимать? Блин, я даже не знаю, тут так все настолько интересно. Сволочь этот центриец. Но мы его Стрэнджер, достанем. привет. Просто уж больно интересный основной квест. Так, надеть костюм. А где я костюм-то вам надену, извините? А кому там наша беда, интересно? Так, а где я могу найти костюм? Костюмный магазин. Угу. Ну ладно, пойдем в костюмный. Да не ори ты, господи. Пошли в костюмный магаз. Не ори. Так. И тут, кстати, проститутки есть, если что. Нормально. Миленько у нас, а? Вино, спокойствие, пейзажики красивые. Ну, мне кажется, ты себе прям охеренно льстишь. Что у вас миленько. Так, куда нам? Вампиры, проститутки. Кости ломит. Так. Это у вас тут костюмы продаются? Ну давайте. Просто спиздить, что ли, костюм? Нет, видимо, надо все-таки. 1000 чертей. Что за стиль? Сразу видно, северянин. Простите? Ну что тут прощать? Переодеться вам следует и побыстрее. Прошу в салон. Ну проходите, проходите, проходите. Ну ладно. Покажи, что у тебя есть. О, с превеликим удовольствием. О. Ну, начнем. Что же мне надеть? Дублет.
Наверное, элегантный буклерский дублет. Что там еще? Ботиночки. Ну. А можно в Нильфгардский, кстати, да, получается, элегантный придворного. Блин, а непонятно, кто из них Нильфгардский. Ну ладно. А там будет маска, интересно? Блин, все бабки потратил на эту херню. Где он тут? О. Ну ладно. Что делать? Может, ему продать что-нибудь заодно? Вон. Я не знаю, он, наверное, вряд ли броник, поэтому мне, наверное, не особо выгодно покупать. Спасибо. Пока что это все. К вашим услугам. Так, ну давай. Элегантно приоденемся. Ну, элегантнее я уже вряд ли буду. Дворянин из центра. Пойдемте. Что там дальше у меня? А, ну тут пешком надо идти. В смысле? От этой бестии ведьмак лучшее средство. А, это да. Не говори. Родишься таким страшилой, и ничего уже не поможет. Оптимистичные ребята. Да. Расходитесь, расходитесь. 2 мяча за спиной, это да, это норм. Закрывается до особого объявления. Это вино жизни. Подождите, Прошу подождите. всех разойтись. Памятник закрыт. Ну как же так же? Что за памятник? Что тут творится? Держи меня, пророк Лебеда. Я же сам не сдержусь. Ясно же сказано, на сегодня памятник закрыт. Пророк Лебеда. Постой, ты тот самый ведьмак, Геральт из Ривии. Кажется, у меня есть для тебя работа. Я видел объявление. Там что-то со статуей? Дело очень деликатное, но я хорошо заплачу. Пока ничего больше не могу сказать. Ну, как? Интересно? Рассказывай, что там со статуей? Лучше раз показать, чем 100 раз рассказывать. Пожалуй, надо Пойдем, переодеться. сам все увидишь. Что-то мне подсказывает. Надо переодеться. Ох, какая статуя. Вот, и он. Гордость наша. Режинальд Только не говори, что у Белград. него хер отрезали. Величайший любовник, искуснейший фехтовальщик, а кроме того, виртуозный музыкант, мастер игры на арфе. Что с ним не так-то? Как бы это сказать? Он лишился своего достоинства. Я так и думал. Кто-то украл яйца? У статуи. Ну, это же никакая попала статуя. Это сертифицированная копия, для отлива которой использовались подлинные гениталии Режинальда. Ой, я не могу. Поэтому каждый, кто их погладит, получает необычайную любовную силу. Каждый, оплативший билет, разумеется. Отличный план. Должен найти эти яйца. Блять. Блять. Подозреваемые есть? Учитывая, что яйца Режинальда — истинное сокровище, это мог быть кто угодно. Кто от такого откажется? Да уж, конечно. Ты меня заинтриговал. Расскажи-ка мне об этом Режинальде. Долго придется рассказывать. По легенде, Часик. спроектировал весь Баклер вместе с архитектором Фарамоном. Нет, яйца я еще не искал. Яйца тот самый топчик. Чувствую.
Так, ща. Уже впечатляет. Точнее, именно Режинальд виртуозно распланировал точные пути. А, так он еще и, короче, для достигнутых теоретик, любовников. походу. Позже он и самими пользовался не единожды. Не из страха, разумеется, а чтобы соперников не убивать на дуэли. Блять. Здрасте, Катерина. А вы удачно зашли. Как раз у нас тут яйца обсуждают. Дайте-ка я, кстати, какой-нибудь розыгрыш забабахаю на этом, на траве. Пока есть у нас такая возможность. Та-ра-та-там. Так, follow. Что там еще что-нибудь кастануть? Угу. Лунный зверь, привет, дорогой. Добрый. Ну, да, достопримечательности. Сейчас, сек. Запердолю раздачку. И пойдем дальше яйца искать. А вот нам сейчас, кстати, Катя и поможет. Кать, где бы ты яйца искала, скажи мне. Если бы они у статуи пропали. Кража? Пару часов назад, самое большее. Когда я проводил последних экскурсантов, это было совсем недавно, все было на месте. Мне надо осмотреться. Может, найду какие-то зацепки. Делай, что считаешь нужным, но найди яйца Режинальда. Без них весь туристический сектор Баклера повиснет на волоске. На волоске. Не у мужского пола, понял? Спокойно, Режинальд, спокойно. Сережа, привет. Скоро ты будешь целый и невредим. Слушай, ну у кого-то еще могла яйца искать, подожди. Явные следы пилы. Да, хирургически точная кастрация. Засохшее пятнышко крови. Угу. Порезался, пока яйца пилил. Так, это что? Клочок плаща, сильно надушенный одеколоном. Ага. Этот запах должен привести к вору. Так. Так. Кто же тут яйца-то воровал? Какой-нибудь мужик стрёмный, наверное. Подожди, а что тут? Тут... Это просто так. Песня у кого-то была, по-моему, дискотеки аварии про яйца. Хоп-хей, ла-ла-лей. Да, Алекс, с кораблей на бал. Так точно. Привет. Можно сказать, что и на бал. Сейчас посмотрим, кто тут яйца ворует. О, Запах ведет к этой двери. а окно есть? Подождите. Ничего не видно. Все что ли? А что так быстро-то? А, нет, все нормально. О, это дед какой-то, короче, мутный. Прошу прощения, я помешал. Все не так, как кажется. Слово чести. Я только оступился, запнулся и вот упал, а она там уже лежала. Жюс, это не он. Я клянусь, это просто неудачное стечение обстоятельств. Что? Это не мой муж. Здрасте, Димодлис. То есть это не твой муж? Вы кто такой? И что вы делаете в моем доме? Убирайтесь, не то я гвардию позову. Ну, слышь, какой, а? Повежливей, дед, я хочу с тобой поговорить. Вы, мне кажется, нам не о чем разговаривать. Да что ты. Да есть о чем. Должен признать, ты в замечательной форме для своего возраста. Здоровое питание и стаканчик вина по утрам. Капец грозный вообще, да? Прекрасно сохраняют. Интересно, а ты слышал когда-нибудь про статую Режинальда де Абре? В этом городе каждый о нем слышал. Он же национальный герой.
Ага. Похоже, ты о нем много знаешь, Жюс. А ты случайно не слышал, кто украл его яйца? Я сейчас все объясню. Это... Розалинда, я знаю, что ты дал. Та-дам! И ты, и твой хахаль. О, нет, еще и он. Сегодня, правда, не мой день. О, Попался, паршивец! Выходи на бой! Ах ты! Ой, что ж тут делается? групповуха, чё? Розалинда, одного бы я тебя простил, но двоих за раз. Погоди, я здесь ни при чем. Думаешь, я такой наивный? Вот я тебя тут чу лезть к чужим женам. Мне сейчас не до того. Иди домой. Да, так будет лучше. Донатьте. Донатьте. Надо выучить этот знак. Не знаю, кто вы, но без вас для меня все закончилось бы прескверно. Благодарю за спасение. Ну, кстати, это знаешь, кого озвучивает? Так, надо поговорить. Который шпион главный был. Не действует? Розалинда, Ну как так? любимая, Надо ты репетировать. нам позволишь? Как он его, ну этого, Дикстера Ну, он ладно. озвучивал. Признаюсь, я украл эти яйца. И вы не поверите, но они и правда действуют. Мы с Розалиндой сегодня уже 3 раза. 3 раза? Впечатляет. Угу. А то как же, в моем-то возрасте. За день больше, чем за прошлые 10 лет. И все-таки ты украл эти яйца и должен их вернуть. Послушайте, может, мы договоримся, а? Оставьте мне яйца, а я вам заплачу. Не заставляйте себя упрашивать. С ними я снова молод. Так, ну оставлять прям, наверное, не очень хорошо, да и забирать как-то жалко. Пожалуй, я могу тебе одолжить еще на день. Что ты на это скажешь? 1 день — это же еще 3 раза, не меньше. По рукам. Угу. Ну и дед доволен. Все, зашибись. Прикиньте, как там сейчас этот дед такой слюнявый, так... Я пдыщ по жопе. Все, лучше пойду отсюда. А, надо подождать 1 день, подождите. Сейчас мы 1 день подождем. Тара-та-тара-тара. Алекс Финстер говорит, я пока еще не знаю, что выбрать и думаю. Потом, когда в кораблике будешь играть, я скажу, какой кораблик выбрать. Здравствуйте всем в этой комедии. Здравствуйте, мужчина. Спасибо большое. Спасибо. На кого-то подействовало. Я же сказал, работает. Спасибо, Алекс Финстер. Донати еще. Ой, извините. Я потом потренируюсь. Яйца целые. И дед доволен, и барышня счастлива. Ну, вообще класс. Я же говорю, работает. Все? Он тут так и сидел? Здорово, мужик. Да, Серега, я могу. Ну что, дед, ты живой еще там? Это я. Не так громко. Вы ее разбудите, и она снова захочет. Кого разбужу? Розалинду? Нет, Луизу, ее кузину. У нее неутолимый аппетит, а я больше просто не могу. Все, стерся, дед. Что с того, что голова хочет, если тело уже не справляется? В последний раз я думал, у меня сердце выскочит. Вот, я деда спас еще. Забирайте вы эти яйца и храни вас, святой Лебеда.
Вам они пригодятся. В смысле, вам они пригодятся? У него вроде все нормально с этим было. Так, ну ладно. За столом и вином. Ох уж эти яйца. Блин, класс тут, конечно. Прошу простить. Ночь, любовь и вино. Ну что там написано, интересно, ну ладно. А, ну типа яйца не работают, что ли? Надо с мужиком поговорить. Мужик, яйца доставлены. Нашел ты причиндал, Режинальдо? Ага, и вернул их. Ущипни меня, пророк Лебеда. Это и правда они. Надеюсь, эта скромная награда все-таки выразит Нет, всю мою не признательность. выразит. Вообще не выразит. Забегай завтра на торжественное открытие и погладь Режинальдо. Абсолютно бесплатно. Я плачу. Я не понял, а деньги-то где? Алло. Охренеть. Да-да-да, Серега, именно та самая песня. А, он их приделает обратно, даже-ка. Молотком? Это же кошмар какой-то. Александр, а ты откуда знаешь? Хотя нет, не рассказывай, не рассказывай. По-моему, себе палец прибил опять. Так, ладно, подождите, давайте еще какие-нибудь яйца сделаем. А вот Катьке понравилось. Она, правда, застеснялась, конечно, но... Вроде она прям довольна даже. Так, ирис. А у меня что тут? Вместо какого? Вместо Тесха мутно. Ну, он гвоздь, по-моему, да, куда-то не туда. Не, Леонид, гвинт вообще никак. Не мое, прям категорически. Так, а что еще тут есть? Выполнить заказы камерления. Интересно, что это? Тебе 17? Ну, знаешь, Катя. В 17 лет уже многое происходит. Блин, это что, мне по всему этому надо путешествовать? Ну, давай. Почему нет? Пойдем выполним. Единственное средство. Только надо переодеться тогда обратно. Так, а где мой? Раз. Ага. Нет, это смутно мне надо ботинки. А, вот они. Во. Привет, Вадим. Так, пойдем-ка посмотрим, что там нам этот самый камерление предлагает выполнить. Да нет, мне не этот надо, мне не дворянин из центра нужен, мне другой. Мне нужен... Вот, рыцарь-наемник. Да не говори, Алекс, вообще, я в 15 лет уже... Ничего не буду рассказывать. Пил, гулял. И вот это вот все. Так, давай посмотрим, что там за 15 заданий таких. О чем они вообще могли быть? Ну, вот одно из них. О, призрак. Холера, что-то здесь не так. Блин, а что они так херачат-то жестко? Так, лунный зверь, не рассказывай всех наших секретов. Да, травили байки, но надо же как-то, знаешь, бонусы свои зарабатывать.
Да ловушки я ставлю, толку-то. Что-то как-то прям в этом дополнении очень жестко дамагают. Может, я думаю, надо что-нибудь там переодеть или перебафать. Какая-то заброшенная винодельня. Виноград. Подожди. Ты хер тебя сюда забросил. Огонь, думаешь? Подожди. Что-то я не того напился, походу. Хорошо. Ну давай пожжем. Боровой. Здрасте, Фигляр, привет. Ох, ну видок у него. Надо меду жахнуть. На Жанбаре 5.44. Уа, ничего себе. Я сегодня смотрю, прям нормально у народу это. Бонусы. Вот это да, 5.44, не дурно. Уже 2 раза прошел? Класс. Ну, я, видишь, первый раз играю. Удачный привет. Так, надо мне меду выпить, наверное. Где моя ласточка вообще? Это мед. Нет, это краска для доспехов. Ну, это типа Энто, да, какой-то такой чувак. Где мед? Мед, волчий час. Блин, не помню, где мед. Может проспаться? Столько работы, а меня что-то ломает. Так, ладно, тут мы всех спасли. Пойдем дальше. О. Пошла. Ну он же тоже нехило денег мне набросить от камерления. Соответственно, мы можем нашу эту винодельню построить как следует. Ого. Мать моя женщина. Слазь с коняки. Бля, это что за херня? Да, они какие-то прям реально жесткие. Ну, кстати, с 7-ки в 8-ки мне ни хера не легче получить много экспы. Скажу я тебе, это заблуждение. Я вот не пойму, что тут надо валить. Наверное, эти споры большие. Гнусный же ты. Непонятно. Что-то какие-то жесткие все здесь стали. Прям конкретно жесткие. И ХП вообще стало прям плохо восстанавливаться. Не зря такую не любишь. Ну да, походу. Я что-то, главное, не пойму, что там жечь-то надо. А, давай попробуем так. Да ну ёпта. А я, по-моему, вообще ничего не делает с этой споре.
Мочи цветочки, бомбы кидай. Бомбы. Окей. Так, завалил, что ли, одну? Не пойму. Да, походу, одну грохнул. Блин, а чё жесть какая-то? Что за, сука, монстры здесь? Он опять, что ли, пошел отдыхать? Не знаю, чем их поливали, явно чем-то не тем. Стрёмные цветочки. О, поспал, а тут уже пацаны деревья рубят. Класс. Там сколько всякого говна у них. Надо, наверное, мне прокачать что-то. Я уже не помню, что тут прокачивать, честно говоря. У меня уже жопа вспотела. У меня уже давно жопа вспотела. Друг! Да нет, блин, садись. На! Хватит жрать. Это тебя не спасет. Так, а тут что? Опять какая-нибудь херня. Здорово, Марк. Ага, ну да, с этим попроще. Что тут там? Ковен, наверное. Это я. Разбойники — это наш профиль. Святая, блядь, исток гвардейцев. Чтоб тебя, худой бык. Ой. Извини, мужик, это случайно вышло. Быстро! Еще быстрее! Ну давай! Так. Сука ебаная! Это тоже я. Здорово. Как же я люблю щитовиков. Святая, блядь, исток гвардейцев. Быстро! Еще быстрее! Куда уж быстрее-то? Сука ебаная! Блин. Так, ладно. Хватит болтать, к бою! Сделаем вот так вот. Рублю, Илья Валерьевич, рублю. Рублю это про что-то другое, мне кажется. Рубю. Рейд начала бота, две группы ЧВК звали штурм, комиссарий кто круче, быстренько обобрал штурмана и на выход. Вэл, ну ты, конечно, красавчик. Вообще. Чувствую, не зря тебя это пристрастили к спотыкачу, хотел сказать, к Таркову. Все закончилось? Все закончилось, выходи. Ох, на что только с вами Дима не делает, а? Спасибо, ведьмак. Да, пожалуйста. Обращайтесь, а где лут? Может, там что ценное есть хоть? Вряд ли, конечно. Ну, лук, знаете ли. Лук еще никому не мешал.
Уйди, девочка. Это больно! А больно? Привыкай. Жизнь, сука, боль. Так, а тут что? Делаю. Ну, пошли дальше. Гончий лис. 161 УК. Ха. Окей. Найдем, разберемся. Твою мать. Над тобой, северянином, Ой, а что это у вас тут? Чемоданы какие-то лежат. А что случилось? Мне кажется, тут что-то не так. А кто потерял чемоданы-то? Нет, вроде нормально. Ну ладно, наверное, просто унесло. Хотя, чтобы что-то здесь было просто в этой игре. Подожди, давай еще посмотрим. Вот еще ящичек. А если дальше посмотреть? Там какой-то чувак стоит. О-о-о. Могильщик. Вот нам и герой по нашей вере. Ведьмак, открой глаза этим маловерам. Огурцы. Что там? Что там не так? Просим. Так, приказы на окровавленном пергаменте. Не та кнопочка. Так, ладно. Значит, все-таки У-ля-ля. меч Ирандит? По-моему, нет. Короче говоря, квест есть. Очень ты мне понравился. Огонь есть. Все ведьмаки настоящие мужики. Ладно, посмотрим, что за дела потом. Пойдем сделаем еще один заказик. Да мы только 2 заказа сделали, охренеть. Чего они такие жесткие-то здесь все? Так. Походу тут проще пешком подойти. О, а это что за херня? Блин. Нормально вам вообще живется, что у вас такая херь тут рядом происходит? Мне бы сыкотно было, если честно. Спать пошел, у тебя такая хуйня рядом. Ну-ка, за. Рыся скала. И куда мне здесь? О, ну, здрасте, бандиты. Так, тяжелый бой. Ага, надо убить предводителя Ганзы. Ну что ж, как угодно. Привыкли уже, думаешь? Ну, может быть, да. Понимаю. 100 лет живешь с этими. Может, да, уже и привык. О, класс, Алекс, интересно, какой интересный сабля. Бартоло, ола. Ола, салудос. Блин, нахера я этот меч-то взял? Выкидывай его нахер. Вот это выкидывай. Вот это выкидывай. Феникс ТВ у меня 3080 здесь стоит. Настройки не самые максимальные, потому что стрим. Без стрима работает нормально, со стримом немножко подлагивает. Какие-то штучки.
Все, наказали пацанов, пошли внутрь. Грибы-щебальцы. О. А куда это нас ведет? Тропинка опять. О, пацаны. Ну, здорово. Я к вам. Давай. Я здесь. Подожди, нам вот этого мужика надо убить. Да подожди ты, беги, блядь, за ним. Вот теперь он никого не предупредит. Иди сюда. Не хочу в жопу. Это не по моей части. В жопу это к вам, пацаны. Оп. Пополам. Ты как раз с ведьмаком дрался. С ведьмаком он дрался, но уже никому не расскажет. А навалилка-то выросла. Иди к папочке. Пришел. Здорово. Что это? Пожар. Так. Пойдем дальше. Это ничего интересного. Иди сюда. Ну-ка, дружба! Сучьи отродья! Скажем, нахуй нужно. Хочу колдовать собрал. Ой, бля, вот только вот не вот это вот. Ну давай. Черт! Ведьмачок смерти. Золото полуэльфа! Блять. Все из попы пришли. Осуждаю. Все из попы пришли. Так. Это еще тут. Подождите, мне надо вот того мужчину поймать. За мной? Обходи его, обходи! Не-не-не. Не, не могу дать. А вот сейчас можно. Хуй тебе в дых! Ну давай! Хуй тебе вдышло? Окей. И вас туда же. Ох, как их расколбасило-то. Да, тут от них, блин, по-моему, от них только это остались, какие-то сопли, ё-моё. Вот эта бочечка-то рванула, я вам скажу. Да, сохранимся, пожалуй. Хорошая бочка. Одобряю такие бочки. А что, тут ничего нет? Так, ладно. Что тут у вас дальше еще есть? Тут какая-то дорожка. Или может быть даже тропинка. Тупичок. Ну, конечно, я туда упаду. Естественно. Какой еще тупичок Турямыч не падал? Ладно. Тут ничего нет интересного у вас. А лута-то у вас тут дохренища, надо сказать.
И орехалк есть, но это я удачно зашел. Так, ладно. А тут у вас что? Свиток Двемерита. Сохранимся. Это что-то не открывается ящик. Повредил его взрывом, походу. Дальше идем. Сейчас. И главное, не остров. Не стоит. Ну-ка, дружба! Сучья отродье! Ровно в пиздец! Так. Дядьку, дядьку! А в хуёчку не хочешь? Убил! Ты его шлепок до смерти убил! Прикинь. Такой вот я непредсказуемый. Зачем мне двемеритовая бомба с другой стороны? Ну-ка, дружба! Сучья отродье! Зачем мне двемеритовая бомба? Давай какую-нибудь другую бомбу поставим. Так. Чудовище, танцующая звезда, вот может. Или вообще картечь. Ядовитое облако. О, может вот это вот. 2 из 2 замораживает. 450 физический урон. Ну, наверное... Вот это, наверное, лучше всего будет. Да подожди, какой факел, бля. Что, драться расхотелось? А чё колдовать забрал? Да. Да они вообще не понимают, куда они попали. Хрясь! Вот так вот. Попутали что-то, пацаны. Не на того ведьмака набрались. В общем, нарвались, вот. Набрались тоже. Что, опять куда-то плыть? А что у вас тут? Херня всякая. Не, ну у них тут лута прям нормально награбленная, я смотрю. Пацаны прям конкретные молодцы. Так, по-моему, это надо выкинуть. Штаны оставим. У них еще идти куда. Слушай, а я могу, кстати? А, он ведьмачий доспех красит. Я не могу в голубой цвет покраситься. И хули ты лез? Ну давай! Подожди, я еще не решил. Иди сюда. С нами ему не справиться. Походу, что-то не очень он. Полуэльф нынче был не тот. Ой, 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 квесты. Прям полились. Так, ладно. А лут будет? Денежки. Ой, сколько тут всего-то. Это я удачно зашел. Барб, не, еще пока нет. На следующей неделе придет. Ну, числа 31-го, наверное. Пока нету, да. Там сейчас у нас проблемы с регионом небольшие. Ищем, кто может туда денег закинуть. В общем, там технические трудности небольшие. Так, что-то надо выкинуть, походу. Ну, мутну мы все-таки оставим, наверное. А вот что мне выкинуть? Арбалет, наверное, можно выкинуть.
И чтобы нам еще выкинуть ненужного? 549, 551. Блин, дорогие сабельки-то. Что бы выкинуть? Может какой-нибудь этот 336, 334. Расшитые сапоги. Вот эти выкинем. Надо еще какие-нибудь шкуры, наверное, выкинуть. Еда. Ремесло. Вот где-то шкуры. Только не драконида, наверное, обычные. Надо шкуры выкинуть. Эти кожаные ремешки. Да продавать ты все время не доходишь до этого, понимаешь? У тебя до продажи руки не доходят. То есть это надо пойти и продать. У меня же были какие-то дурные шкуры. Вещи для задания. О. Это все можно выкинуть пачкой. Ладно, надо сходить, короче, запродать все это к чертовой бабушке. Так, подождите, я же выполнил заказ. Что не так? Ну, а что надо? Понял. Выйти надо. И тут такой Геральт выходит. Хорош, хорош. Здравствуйте, Корпс-ангел. Я тут, пацаны, немножко вынес. Так, ничего, можно. Лишнего. Так, бандиты утратили, ага. Торговца на побегушках у камерления княжеского, конечно же. Тяжко на службе с пустым брюхом. У княжеского камерления. Камерления. А что это тут такое красное, наверное, наверху? Надо пойти говна продать. Нео, привет, от Мытищ. Ну, я, знаешь, никогда рядом с Мытищами-то и не жил. Сегодня плохой день. И не сказать, что сильно жалею. Не, ну, в принципе, я не так уж далеко жил от Мытищ. Но не то чтобы очень рядом. Мозги утопцев. Зубье чудовище. Так, нам надо отсюда выехать. Много тут еще всего. Ладно, давай вот это вот съездим. Боюсь, у меня столько лута уже не вылезет. Сколько тут есть. Ну ладно. Надо продаться. Надо продать говнеца. Тубадум-тубадум-тубадум-пум-пум. Пучки, нам не рядом. Сорян. Подождите. Кто моего рыцаря-то обижает? Так, подождите. Дон Кихот. Подождите. Хватит болтать, к бою. О! Еще раз благодарю тебя за спасение. Да, пожалуйста, пожалуйста. Эх, плюну на все это. Здравствуйте, Евгений. И пойду овец спасти. Шевелите. Конечно. Кто ж плотвой в наше время не пошевеливает? Включи камеру, переоденусь. Камеру выключить, ты переоденешься? Да. Точно выключать? Да. Может, контент?
Нет? Ну ладно, как скажешь. У меня Да, просто мой с друг. лифчиком не совмещается. А, здесь Эх, плюну на все это и пойду овец. по бабам. Чего, приказ для Эдгара руки-ножницы, Эх, что? плюну на все это. Не и выключай, пойду говорит овец. Женя Казанов. Прислай к вам одного странствующего, это бабло едет. Ну, понятно, в общем. Так, сделать ему макраме. Короче, 21 плюс контент — это не скучный реплей. Ну так, да. Настя, вот все оживились. Молодцы. Контенту требуют. Представляете. Представляйте, Настя говорит. Ну, фантазия. А я пока... одеваю черную юбку. Она одевает черную юбку И снимаю подштанники. и снимает подштанники. Типичная Настя. Конечно. Так, а что тут? Тут и так открыто. А если я зайду внутрь? Белый свитер снимаем. Белый свитер снимаем. Одеваем детсадовскую майку с кроликом. Так, не хочу этого видеть. Та-дам! Включать? Не, подожди, я уйду. Погоди. Ну вот. Короче, она ушла. Все? Все, включаю. Так, ладно. У меня опять перегруз. Ну, вроде тут все нормально, короче, у меня получилось. Уж мне единственное, какой-то странный... Разрешение странное почему-то у меня. Ну, ладно. Может, мне кажется. Это все, что ли? Тут больше ничего нет? Пи. Я думаю, я сейчас тут лутану. Ну, ладно. Так, тебе надо меня отвезти немножко. Мы сейчас поедем разгружаться. А разгружаться мы поедем в деревню Лисиямы. Но пошла. Но пошла. Ты-бадым, 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 пэм-пэм, ты-бадым, 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 пэм. В смысле, туда. Туда. А, нет, не туда. И точно не туда. А вот сюда. Блин, надо, походу, перезапустить игру, потому что она у меня что-то куда-то свернулась, походу, чуток. Есть такое подозрение. Сейчас, подождите. Бля, вот только вас мне не хватало. Да сейчас спасу. Ну, сколько мне еще ждать? Вот вас угораздило-то. Где купить в Москве ноутбук БУ? Наверное, на Авито где. Я других мест не знаю. На Авито все можно купить. Хочешь, я тебе могу комп свой продать недорого? Он мне там все один не нужен. Так. Ну? Спасите, ваша милость! Да спас уже. Лут давай. Ну так чё? Где? А, еще бандит. Жалкое зрелище. Все? Спасибо вам, ваша милость! А это вы тот славный ведьмак? Да, это я. Здорово. Только приведу в порядок повозку и поеду к памятнику. Там меня уже ждут. Да пожалуйста. Памятнику, в смысле к этому? С яйцами. Так. И они посидели еще немного. Все, пора вставать. По стопам пророка Лебеды, первая группа. Интересно, что это значит? Так, настройки видео. Масштаб, интерфейс. Так, какого хрена у меня экран стянуло, растянуло не туда.
Так, настройки. Угу. Во. Хорошо, что не помятник. Да, это точно. Так, давай, плотва, шевелись. У нас куча... Да подай, куда ты убегаешь? Не могу тебя догнать, сука. Слишком быстрая лошадь, блин. Давай, поехали. Уху. Сука, страшно ведь. Вы видели, он на передних ногах, короче, катался. Отлично. Так, рыцари наживы. Ну, лучше скажите, где здесь бронник? О, бронника нашел. Турнирные поля. От слова тури, наверное. Такс. Турнирные поля. Где тут бронника? Мне бы еще подстричься бы надо. Пойдем подстрижемся. Нет, пойдем сначала продадимся, потом подстрижемся. Броники и бронятся. И броняши. На службе с пустым брюхом. Чудо-плотва. Ага. На передних ногах умеет кататься. По-моему, я не туда еду. Не туда. Вообще не туда. В выдуманном мире. Что в выдуманном мире? Все это княжество находится в выдуманном мире? Что? Походу, кто-то прикалывается. Ой, слушай, а тут все сразу продают. Вот это я понимаю, мастер. Люблю вести. Мастер, я мастер. Хуястер. Что у тебя? Так, что у тебя там? Ты кто у нас? Ты же в этот... Мастер рукоблуд. Ирис. А, так подожди, ирис у меня есть. А, вот у меня появился, видимо, только ирис, что ли? Или нет? Кто мне про какой-то меч спрашивал, интересный? Типа про необычный. Про этот, что ли? Так, это продать нельзя. Продать нельзя, то есть нельзя, но если очень хочешь, то можно. Продается на совсем. А зачем на время продавать? Продаешь на совсем и все. Ай, стоп, блядь, не та кнопочка, ну ладно. Так. Починить. Окей. До встречи. Так, а что у меня? Два арбалета, один из которых мне не нужен, правильно? Вот это я. Топовый Турямбыч сделал еще один арбалет из школы кота. Ладно. До встречи. Мне нравится этот доспех из Тесна Мутха. Выглядит симпатично. Я, наверное, вот это все... Хотя... Даже не знаю, доспех Тусенского рыцаря вроде как бы выглядит и посимпатичней. Ну да. Уа. Ноут. Не, у меня не ноут, у меня комп. У меня есть два компа, на обоих потянет кораблики. Вот. Один за 40, другой за 60. И сталь под молотом шипела. Так. Добрый человек! Мне понадобится полный набор новых подков для верховой лошади. Подковы. Так, ну давай. Посмотрим. Блин, не знаю, мне кажется, это очень стрёмный на вид, конечно, прикид у него получается. Ну да ладно. Элегантный.
Так, подождите, я, по-моему, что-то лишнее продал. По-моему, я перчатки зря продал. Бля, куда я теперь делись? Привет из Макао. Хуя себе. Борода Геральта. Ха! Борода Геральта бесценна, знаешь ли. Это такая штука. Так, доспех Тусенского рыцаря. Ботиночки, кстати, можно взять-то, собственно. Но они, правда, похуже чуток. А, подожди, так у меня они есть. Турнирные доспехи Тусенского рыцаря. Так, подожди-ка. Удачи. Макао. Вот это да. О, смотри. Ну я прям вообще... Ну не знаю, по-моему, как-то до Ведьмака я выгляжу странновато. Мягко говоря. Какой-то из меня такой себе Ведьмак. Ну ладно. Так, это мы сделали. Это мы наточили. А что тут еще можно? Это мы наточили. Здрасте, господин комедиант. Для плотвы броню купить у кого? Доспехи полированные, с гравировкой, с Не, я могу выложить, но я просто не знаю, много ли народу в Москве или так. Хотя его можно отправить по почте. Ну там один комп i5, что-то там то ли 4-го, то ли 5-го поколения, 16 гигабайт оперативы, там что-то такое. Ну, в общем, такой для ребенка погонять. А второй 8700К, 32 гигабайта оперативы, 1080 Ti. Ну, что-то такое. Сделаешь для... Ты следишь за мной, комедиант? Скажи мне, как у меня дела? Хорошо ли у меня все? Или нет? Ремонтный набор. Я не знаю, что-то они уровень как вот низкого все. Сапоги. Да, 36-й. Что-то как-то жиденько. Две с половиной недели в Москву. Ну, красавцы, там, наверное, жарище, пипец у вас сейчас. Спасибо, мастер-ведьмак. Ну, хорошо, что у тебя все хорошо, господин комедиант. Я очень рад. Так, ну что, давайте пойдемте доделывать квесты. Рыцарь-наемник. Блин, пипец, тут заданий. А, подстричься я хотел. Подстричься я хотел. Причесать на Приветствую, добрый господин. У этого торговца есть броня для лошади. О, ну давай купим, я не знал. Спасибо. Так. Сделай бородку. -3 где? В Макао? О, хорош. Так, а я уже не помню, что там. Так что ли я стригусь обычно? Нет, какой-то ужасный вид. Нет, в Москве понятно, что в Подмосковье не слишком жарко. Подельского мятежника. Ну давай, какой-то стрёмный, конечно, видон у него. До скорого. Так он на деда такого-то похож, бля. Дешево и хорошо. Реально какой-то дед. Ну ладно. Да, Warships Academy есть такое, здорово. От этой бестии ведьмак лучше. Так, пойдемте-ка...
Пойдем сюда, что ли? Ну да. Европейская зима? Ну, не знаю. У нас в Европе не такая европейская зима. Какого герба? А то мне плохо слышно. Блин, забыл броню для лошади посмотреть, да? Подожди, сейчас позырю. Короче, не знаю, мне не нравится что-то причесан стрёмненький. Надо перечесаться надо. Давай попробуем. Что-нибудь получше выбрать. Блин, да, по-моему, чемодан был, кстати. Потому что вещи сложить. Миленько так. у нас, а? Вино, спокойствие. Вино, кино и домино. Можешь меня подставить? Чё у вас тут стригут так стрёмненько, скажите? Так, длинный, распущенный, бритая голова и конский хвост. Свободно собранные волосы сзади. Ну да, эти попробуем. Бля, ну нет, это совсем какой-то стрёмный. Ух, у вас тут причесон это здесь. Да-да, Алекс Финстер, сейчас приоденусь, подожди. Во, норм. Мне пора. Во. До скорого. Вот это нормальный. Это меня устраивает. Осветление, восстановление, перхоть и уничтожение. Сапоги бы хоть почистил. У меня новые сапоги, что ты пиздишь? А мудрость лишилась благородства. Так. Я видел мертвых людей. Подождите, у кого там была... У кого там была броня для лошади? Вот этого? Кого же ты глаза были? Босс! Куда ж ты подевался? В Берлине +1? Ничего себе, обалдеть. Доспехи, доспехи, почти Посмотрим, совсем новые что у тебя доспехи. Это из Хардстоуна, по-моему. А, вот эта броня для лошади. О, ничего себе, обалдеть. Так, а у меня сумки есть же уже, да? А, то есть их можно даже потолще. Так, класс. Шоры 5 добродетелей. Во, мне вот это нравится. Давай беленькая. Почему там взял баклерское? А подожди, это не одно и то же седло? Седло. Может одно это... Ну ладно, сейчас посмотрим. Примерим. Да-да, Алекс Финстер, так и будет. Ты же видишь, как тут все это быстро происходит. Так, броник подмастерье, убрать улучшение, подчинить, ремесло, лавка. Тут не нагибайся. Удачи. Спасибо, мастер-ведьмак. Пожалуйста. Ну и где у меня броня для лошади? Расскажите мне. Куда ж я ее дел? Блин, а где у меня броня для лошади лежит? О. Плотва. О. Ну, так вот посимпатичнее будет. Так, надо это все загнать, наверное. Это Ганза Лота полуэльфа. Страшные были сучата. Где лошадь, бля? Покажись. Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Ох ты, ёкарный карась. Ха-ха! Отлично. Блин, а можно шапочку другую? Как-то она стрёмно в такой шапке выглядит. Посмотрим. Да нет, пожалуй, плату мы поменяем. Так она мне не совсем подходит. А где же это было, во? Так, седло продали, шоры продали. Сумки продали. Это мы продали. Давайте какую-нибудь нормальную.
А то она похожа не пойми на кого вообще. Удачи. Чего желаете, сударь? Так. Где у меня тут шмота? Во. Ну-ка. Ну вот так хоть на лошадь похоже, а не на какую-то херню. Почистил, бродяга. Да я не знаю, Александр, как мне кажется, рога ее старят немножко. Мешают ей рога чуть-чуть. Ну и как-то без рогов. Без рогов. Удачи. Пойдем. Без роговов. Здрасте, москвич. Надо написать, я думаю, разработчикам проще всего. А может быть, не каждый корабль подходит под это. Хотя, по идее, почему? Честно говоря, на 100% не скажу. Думаю, что просто все... Я наценил бы, если бы рог был один. А 2 рога, это выглядит подозрительно, знаешь ли. Чего там Дульсинеи? В смысле Дульсинеи? Подождите, где мы? По-моему, мы отсюда въезжали. Ветряная мельница Дульсинеи. О, как же это мило. Так, а тут что нам дают? Подождите, а где мельница-то? Ее этот, что ли, сломал? Ее, наверное, этот сломал. Лось. То есть тролль. Блин, красотища тут, конечно, пипец. Табадым, 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 пым-пым. А жопа бронированная теперь. Так, задачки берем. Мост Плигемунда. И что тут? Эх, не повезло. И что тут у нас хотят? Я первый подал заявку. А я предлагаю Так. лучшую цену. Что это тут продают? Моя семья занимается виноделием уже 4 поколения. Ой, с печальными результатами. Мгм. Вашу кислятину пить невозможно. Поэтому мне, а не ему, вы должны продать Бельгард. Как должностное лицо, я действую от имени княжества, а Бельгард сейчас собственность княжеской казны. Главный казначей высказал личное пожелание, чтобы Бельгард попал в руки ответственного собственника. А говорят, у вас обоих большие неприятности в ваших собственных владениях. И пока вы с ними не управитесь... Да, только фугас себе. Или подлодкой, и речи торпеды. быть не может. Так, кому же мы поможем? Стрёмному мужику или стрёмной бабе? Мне мужик Ну и больше что? нравится. Доволен теперь? Все из-за тебя. Из-за меня? Да ты с ума сошла, девушка. Люди, слушайте. Объявляю, что Матильда де Верментино проклятая психопатка. Хотя? На проклятую она не похожа, но она очень разозлилась. Ты, должно быть, ей здорово насолил. Да-да, Вэл, именно. А ты откуда знаешь? Ты большой знаток женских душ? Укротитель строптивых? Более того, я ценитель. Ну тогда, вижу, мы договоримся. Слушай, а вот эти мечи, ты их для парада носишь? Или и махать ими умеешь? Это мое орудие труда. Я ведьмак. Ты работы случайно не ищешь? Видишь ли, я хочу купить винодельню Бельгард, а эта крыса канцелярская ее не продает, пока у меня в Коронате неприятности. Смотря какие неприятности. В общем, там все не здорово. В посадках завелись какие-то чудища, мой управляющий пропал вместе с целым транспортом вина. Кто-то похитил травницу. Порядочно несчастье на одну винодельню. Знаешь, что я думаю?
Я думаю, это все Матильда. Мгм. Ее рук дело. Личико у нее сладенькое, а нрав как у дьяволицы. Так что, поможешь мне? Поговорим Я о могу этим награде. заняться, но не бесплатно. Ну, разумеется. Какая твоя ставка? Так, ну мне бабки нужны, бро. У меня тут, знаешь ли, Ты не мог бы немного уступить? виноград не посажен. Ты не мог бы немного уступить? Ты не мог бы немного пойти нахер? Ты не мог бы немного уступить? Все. Ты не мог бы немного уступить? Ты Да мог тебе бы не кажется, что я немного охерел? Я пойду с бабой договорюсь. Звучит разумно. Сука. Похоже, это работа для ведьмака. Ладно, я тебе помогу. Я тебе правда очень благодарен. Спасибо. Моя винодельня к востоку отсюда. Ты точно не заблудишься. А теперь прости, надо поговорить с Писакой. Может, еще что из него выжму. Ну-ну. Пойдем позырим. Надо с бабой поговорить. Ты ведьмак, правда? Я слышала, как ты разговаривал с этим болваном Лемом. Кошмарный тип. Такие Баба тоже ужасы. страшненькая, я бы сказал. Дерзкий взор, морда, как у эльфского полубога, а сердце подлое, черное. А, неважно. Так уж складывается, что я тоже хочу купить Бельгард. А в моей винодельне Верментино в последнее время дела, прямо скажем, не очень. Какое стечение обстоятельств. Да какое там стечение? Я уверена, это Лиам решил подложить мне свинью. И не одну. У меня кузнец и бондарь странным образом исчезли. На делянке завелись какие-то кровожадные растения, которые людей жрут. На павлиньем таку тоже неспокойно. И дело в том, что если я не управлюсь со всеми неприятностями в Верментино, никаких шансов выкупить Бельгард у меня не будет. А потому давай ты поможешь сперва мне, а потом уже и Лему. Я заплачу в 2 раза больше него. Ну, с этого и надо было начинать. Ну, если в 2 раза... Очень жаль, но столько уже... А ты сказал в 2 раза больше. Я ему 700 договорился. Я чувствую, мы скоро договоримся. Сучка ты. Я чувствую, мы скоро договоримся. Чувствует она. Ладно, будь по-твоему. Я помогу тебе, хотя бы попробую. Чудесно! Ты не представляешь, как это для меня важно. Моя винодельня к западу отсюда. Так. Ну, комедиант, может, они там А я пока хотят здесь это... побуду. Надо заработать. проследить, чтобы Лиам не выкинул какой-нибудь номер у меня за плечами. Ясно, будь здоров. Это ж инвестиции, что ты понимаешь в бизнесе? Вот мы с тобой сидим в жопе, а они, понимаешь, инвестируют. Тише, дети, прочь с дороги. Здесь ведьмак проходит строй. Так, с этим и разберемся еще. Верят во всякую чепуху. Например, будто бы великан, убитый рыцарем Гильомом, был заколдован. Так. Что угодно сделать, только бы произвести впечатление. Да, 2 раза меньше, походу. Ну че, овца. Ладно. Пойдем посмотрим, что у нее там творится. О, Сударь, на помощь! На полях чудище Хватит, какое-то так завелось! делаю. Все просто. блин, они походу это...
они там жрут кого-нибудь, я надеюсь, или нет? Что, паскуда? Ну так и не понял, как с ними воевать. По-моему, их надо просто убивать и все. Букет из рыжих роз. Надо здесь все уничтожить, иначе архиспоры снова прорастут. Букет из рыжих роз. Так, с этим мы разобрались. Что там дальше у вас? Шевелись, парень. Угу. Так, куда едем-то? Сюда? А, опять проблема. Где-то она тут. Вот не помню, где я сохранялся. Прям очень хороший вопрос. Вот я думаю, сдохну я или не сдохну. Ладно, надеюсь, что не сдохну. Скажи, что умеешь. Вот, не сдохну. Нормально. А тут уже минус. Злобные штуки. Так. Рана была не смертельная, но он истек кровью. Ну, не сомневаюсь. Что тут у нас? Письмо не могло тут оказаться случайно. Так, забери завтра страничку тест на мутно, новую часть саженцев. Нужно заводить к коронате новые места. Только не опоздай, а то ключ у людей изнадежен на другой стороне реки. Из записки следует, что кто-то строит козни против коронаты. Только неизвестно кто. Так, Надо попробовать разузнать побольше. Берегитесь белого ужаса. Может, белый ужас в заказе и чудовище из этого объявления одно и то же существо? Так. Вот есть что еще вкусного? Еда. Поспать бы вообще не помешало, конечно. Вздремнем. Так. Куда мне надо? Какой Верментина обыскать? А кто из них Верментина? А, ну какой-нибудь из этих. Ну, давай вот сюда начнем. Или куда? Или вниз пойдем? Идем вниз. Здорово, Артур Морган. Это опять уже было у нас.
Ну, корабли это для вас, а Ведьмак это для души. Опять это говно. Покончим с этим. Ну, все. Вздремнем. Уровень сложности сюжета драки вроде. Такой средненький. Поверить Вперед, не плотва. могу, что все кончилось. Ой, спасибо, Ведьмак это пипец. Тут если зависать, тут же еще можно всякие... Ну, еще больше зависнуть, всякие пасхалки разбирать. Это ж я иду так в среднем по сюжетику плюс-минус. А тут же еще и без этого много всего любопытного. General Zero Hour? Это чё? Про что? Игрушка 2003-го. Не, я такую не видел. Не видел такую. Ой, бля, ну только не вы. Блин, а что с ними делать? У них мозгов-то нет. Ёб твою мать. Блин. Бипауэр, спасибо за реподписочку. Спасибо, бро. Нет, надо их, короче... Дуряпы! А! Камеру закрой! Господи, что ты орешь? Бэт! Я тебя так орала, что ты, блин, это... Ну я не слышу, меня тролль убивает. Блин, как от нее избавиться-то? Стратегия КТС арабы? О, интересно. Напомните мне про тролля, что с ним делать. Все, включаю, Насть. Насть. Включаю. Кошмар какой-то. Кто делал музыку для наших кораблей, не знаю. А кто делал? Не знаю, кто для танков делал. А, Command & Conquer, ты имеешь в виду этот самый? Ну, я понял. Клепаки. Фрэнк. Александр, он вообще жесткий, этот тролль. А что с ним делать, непонятно, понимаешь? Он... Давай, конечно, можем посмотреть. У меня есть мануал по троллям. Тролль. Так. Сектоиды, во. Скальный тролль. Масло против огров и квен. Да, спасибо. Так себе подсказочки. Ну ладно. Пойдем. Особенно если их двое.
Дебил. Говорю, привет. А, ну понял, серия игр. Видать, просто как не играл. Бывает такое. Я понял, кружить надо. Что он медленный. Кружить кашу. На, по зубам. По зубам. Вот так вот, детка. Понаделают троллей по объявлению. Вот так вот. Что этот голый мужчина охранялся троллями? Это все? Так. Угу. Крушить. Халк крушить. Обыскать Верментина. Так, обыскать Верментина. Мы нашли почти все, что нам надо. Верментина это вообще что? Это область, что ли, такая? Получается. Быстрей. Ну, ладно, пойдем там посмотрим, что. Там стопудово окажется, что баба мужику, а мужик бабе гадости делал. К бабке не ходим. Здорово, Дормидон. Привет. Пора порадуемся. О, там человек в беде. А где беда? А где человек? Внизу, что ли? Ага. А как туда попасть? Человек. Человек. Сука! Ага, понял. Братья! Спасите! Помогите! На помощь! И как вы, блядь, не научитесь? Главное пополам бабу не перерубить. Ну как-то там, по-моему, очень... Верментина это девушка? Нет, Спасибо, это отважный типа, рыцарь. ну, как бы это Я сказать, собирала травы для настоя. область, точнее, винодельная. Забрела к северу и тут. Успокойся, все кончилось. Эти мерзавцы меня похитили. Наверное, выкуп хотели за меня взять. Но у мистера Лема столько неприятностей, он бы не сумел за меня заплатить. Угу. Но благодаря тебе все прошло. Если тебе вдруг нужны травы, в Коронате у меня запасов более чем достаточно. Сходишь со мной? Конечно, схожу. Мало ли. Веди, я пойду следом. Надо, наверное, было полутать, может, что-нибудь. Ну ладно, хрен с ним. Так, заодно обыщем эту Коронату. Мать ее. А, ну вот, усадьба Короната. Ну вот, еще раз спасибо за помощь. Хочешь взглянуть, что у меня есть? Давай. Похоже, Лем не лучший хозяин. Он делает все возможное. Не его вина, что беды рушатся на его виноградник одна за другой. Ну да. Да? А что за беды? Да взять хотя бы эти огромные желтые мухоловки! Уже с тропинки не свернешь, так и норовят откусить тебе голову! Кошмар какой. Покажи, что у тебя есть. Чё, духи? Отворотное зелье. О, ничего себе, класс.
Мощная штука. Но мне ничего особо из этого не надо, в общем-то. Да и продать я ничего не продашь. Спасибо. До встречи. Угу. Так, давайте-ка посмотрим. Я же могу же посмотреть, что здесь или нет. Ну не ладно, что не за жопу тебя хватал. Так. Блин, походу получается, что я типа не сделал эту часть, да? Не разбирался, кто же. Ну потому что я не знал, кто здесь Короната, как мне понять, кто из вас Короната. Непонятно уже. Ну ладно, пойдем дальше. Сука! Так, тогда мы идем обратно, да, получается? Хм. Странно, что получается, что я не могу посмотреть, что здесь случилось в итоге. Видимо, надо было не делать последний квест, типа. А сначала сюда, что ли, приехать? Ну ладно. Так. Где там Матильда? Ну что, Матильда? Господа, ведь таким образом мы правда ничего не узнаем. Мне важно только одно. Я хочу купить Бельгард. Мастер-ведьмак, есть ли какие-то вести? Ну, конечно, Алекс Финстер, а как же? Кто-то специально подстроил все неприятности на винодельне в Коронате. Я нашел доказательства. Да, и я даже знаю, кто. Что ты на меня так смотришь? Я к этому отношения не имею. Минуточку. А есть доказательства того, кто именно стоит за бедами в Коронате? Нет. Так значит, их надо получить? При столь важном обвинении одних слов мало? Верно. Я вернусь, когда узнаю что-то определенное. Это винодельня, Бельгард. Чем она так ценна? Сразу видно, что вы не отсюда. Бельгард принадлежал графу Креспи, тому, который пал жертвой бестии. А Креспи, как человек состоятельный и со связями, превратил ее в цветущий рай, привез редкие сорта винограда, нанял лучших работников. Коротко говоря, чтобы не утомлять вас излишними деталями, объедини Бельгард еще с одной винодельней, и получишь готовый рецепт успеха на рынке. Так, ну ладно. Прощайте. Получается, где вторая эта винодельня? А, ну можно задание посмотреть. Винные войны, Тусент Короната. Встретиться, братская любовь. Голодные игры. А, во. Так. Пойдем вторую винодельню посмотрим. Она с той стороны получается. Погнали! К твоим услугам. Пошла. Блин. Ну вот они хитрые. Ну ладно, погнали, погнали. Посмотрим, что там. Ой, а это что такое? Вопросик. Ну-ка. Пойдем разберемся, что там за вопросик. Что у вас тут? Бутылки из-под вина, остатки еды. Ведьмака на бестию позвала. Интересно. Чужак тоже может поучаствовать, или это только для своих? Вали отсюда, манда. Компаниями прыжками. Повежливей, пожалуйста. Я тебя сейчас отрежу, Юлия. А, надо...
Морду надо ему набить, да? Еще можно сдаться. На. Завалили меня. Подъем. Так, ну ладно. Бывает в жизни огорчение, что делать. По морде наваляли. Надеюсь, деньги хоть не отобрали. Отлично. Ладно. Это мы потом посмотрим. Как я ловко выполнил задание. Учитесь. Не, кулачный бой вообще не мое. Мне это саблю достал, там вжук. Уноси готовенького и все такое. Это кулачные бои такая мутная тема. Так. Кто тут? Ага. Понял. Чё реакцию тренировать? Ничего не знаю. Это вот правда не мое. Я вообще добрый человек. Зачем все эти кулачные бои? Башку у седла. Вот сука. Мог бы там сам-сям взорвать. Самоубийцы, бля. Кочмар. Так, что тут у вас? Дневник. Запас бочек, бочки. Так. Никогда не разговаривайте с неизвестными. Подождите, никогда не разговаривайте с неизвестными. Это где? Подождите. Да, вот, именно. Достаю, знаете ли. И махаю. Блин, подожди, ну где-то же было это задание. Ладно. Надо, наверное, подожди, книжку прочитать. Вещи для заданий. Где-то там должен быть этот свиточек. Или нет? Ну, может быть, Алексинстер, да, там, наверное, есть какие-то свои там фишки. Ну, ты меня видел. Турямбычу что там, достал, пошел, не получилось, все, сдох. Так вот, я не знаю, в каком разделе посмотреть. Ну, может, в других разделах, типа, не в этих, а дополнительный Баклерское сафари. Это, наверное, вот это вот может быть. Ну да, типа того. А вот, кстати, да, вот они, походу, эти квесты. Ну-ка, давайте-ка. Сейчас мы найдем тайничок-то. Куча навоза. Во. Во, мы тупанули в прошлый раз. Ну, точнее, не мы, а я. Надо посмотреть в... Просто замечательно. Чё? Нехорошо. Нужно здесь осмотреться. Раздробленные кости. Черт, это сильная тварь. Ты вообще не туда зашел, да? Понятно, ладно.
Я когда-нибудь это... Разорваны в клочья. Дайте мне хотя бы по заданию пройти. Господи, ведьмак такой ведьмак. Ну. Куда это все ведет? Глубокий следы ног, кровь. Человек просто пытался сбежать. Куда он бежал-то? Сюда? А, да, походу. Угу. Что-то много этих человеков. Твою-то мать. Опять лесной идет. О, красота. Повезло, этот идет. Подождите, дайте добегу. Иди сюда. Да, именно архивариус. Эх, как его подбросило. Смотреть вход в пещеру. Можете выходить, я вам ничего не сделаю. Так. И кто ж там? Спасибо, мастер-ведьмак. Да хранит вас святой Лебеда. День спустя. Дробильно, да вроде можно, но типа ведьмаки особо не носят. Они 2 меча, а дробящая, видимо, так. Если очень надо. А, это мы сделали, получается, да? С лебедой. Все, шикарно. С лебедой разобрались. Пойдем навоз копать. Так, погнали, погнали. Резкий поворот и косогор. Едем, едем. Еще едем, едем, едем. Ну и сушняк у меня. Угу. Мне кажется, тут сушняк невозможен. По-моему, все только бухают по КД. Честно? Только ведьмаку под силу эту бестию. Дайте проехать. Это мне тут говно надо будет искать, что ли, винодельня? Отлично, отлично. Отлично. Пустым все пусто. И где ж тут говно? И вонь А, господи. Вот оно. Ой, ну и вонь. Так, ну, собственно, и все. Как-то это маловато. Ну ладно, денег хотя бы заработали. Тайно исчезнувшие ложки. Это ладно. Так. Тогда пойдем вот это вот. Магнитолы нет в плотве. Напевать можно. Да, магнитола бы не помешала. А чё, это как в GTA, да? Заходишь там, у тебя новая, типа, музыка. Другую плотву оседлал. Там какой-нибудь, там, не знаю, другой минстрель поет. Да, хорошая тема, кстати. Прям тема. Я поставщик двора ее княжеской милости. Интересно, какой ведьмак вообще налоги платит? Интересно, такой ведьмак вообще налоги платит? Вот там еще и налоги платить, а?
Засранцы. Но! Ну давай, чё встал-то? Здорово, Боннегер. Привет, дорогой. Есть в этом мире что-то более глючное, чем плотва, интересно, или нет? Это что такое? Не знает. Так. Бабки мы найдем. Бабки от нас никуда не скроются. Наверное. О. 97 флоринов. Пы. Жидковато. Ну ладно. Так, следующее у нас дополнительное задание. Вот оно, винные войны Короната. Ну, знаешь, с животными все разговаривают. Что такого? Чего-то плохого нет. Все разговаривают с животными. А, стоп, не то задание. Вот винные войны. А кто песню-то поет? Поворачивай, плотва. Да, лошади из РДР 2 дам тоже, кстати, согласен. Не самые лучшие лошади на свете. Господи, проезд-то здесь. Вообще лошади, по-моему, мне кажется, во всех играх голимые. Откуда у меня кошачьи глазища? Я тебе все расскажи. Приходи ночью на сеновал. Расскажу. О, мыльнички. Давай, херач, ты херню. Ты тоже херач. Теперь я знаю, как с ними бороться. Бля. Это кто-то специально здесь сделал, чтобы я наебнулся. Да ну ёпта. Какой он весь грязный, короче, во всей этой херне. Так, где лут? Лут. Ну, тут волшебники редкие. Тут их всех, знаешь, вырезают. Так что даже, мне кажется, муж-волшебник не факт, что пойдет встревать в какое-то дело. Похоже на то, что его убили архиспоры. Да, капитан. Так оно и было. Письмо и ключ в таком месте? Должно быть что-то очень интересное. Так. Ага, явись завтра. Любопытно. Судя по этой записке и остальным уликам, за проблемами виноделен стоит кто-то третий. Надо найти место, о котором шла речь в письме. Нихера себе место, это вообще на другом конце географии. Ладно. Готов поспорить, за дверью, которая открывает этот ключ, найдется что-то очень интересное. Да. Нам кузнеца не надо. Никаких кузнецов в мою смену. Кузнецовых тоже. Но! Нашел бы работу хоть какую. Угу. И мою маму напоминает. Так, Корва Бьянка, это моя, что ли? Ох, дом родной. Может, тут что-нибудь это положить? Какие-нибудь книжечки. Что тут?
Книги для заданий. Уведомления о выселении. Рановато, подождите, я только заехал. Нету трофеев. Мама это да, мама это святой. Картины нет, трофеев нет. Где этот человек? Даже и не знаю. Я не прошу платы. О, да. Я чувствую, как силы мои возвращаются ко мне. Что за бабка? Благодаря заботе Варнавы Базиля. Ты вынесла страшные муки. Рад, что смог их облегчить. Да. Годы страданий. Что-то знакомая бабка. И знаешь, что... Это которая, понятно. Смотреть за моими любимыми. Это которую превратили в эту. Как мои дети стареют. Ну да. И умирают. У меня никого не осталось. Последний мой родственник давно умер. Боюсь, мне некуда идти. Дом большой, имение огромное. Можешь остаться здесь. Правда, не хочу злоупотреблять вашим гостеприимством. Да. После стольких лет страданий и голода я хочу одного. Наконец-то готовить еду, которая бы укрепляла, питала и радовала вкусом и запахом приправ, а потом сидеть за столом с остальными и есть. Их мозги. Если об этом ты мечтаешь, то не вижу никаких проблем. Ты могла бы помогать Варнаве Базилю на кухне. Я ел его стряпню, он не лучший повар на свете. Ничего не принесет мне больше счастья. Благодарю. Это я тебя благодарю. Это Лучи, конечно, шикарно смотрятся, пипец. И вот еще о чем я хотела вам рассказать. Много лет назад мой отец собирал ценные вещи для моего приданного. Замуж я не вышла, так что сокровища так и лежат. Мне эти погремушки не нужны, но вот вам пусть они станут знаком моей благодарности. Какая умная женщина. Если хотите их найти, сходите в мой старый дом, в Трастамару. Приданное спрятано в бочке в подвале. Бочек там несколько, но, думаю, вы сумеете найти нужную. Так я и сделаю. Спасибо. Таки да. Уверена, что не заскучаешь без людей? Пока не знаю. Прошло слишком мало времени с тех пор, как расколдовали меня. Но пока что почему-то меня в город не тянет. Вихтон, ты заходила в чужие дома? Да, но только ночью, когда все спали. Я искала ложки. Помни, ты всегда можешь передумать. Если вдруг решишь, что хочешь уехать, просто скажи. Я бы не хотела показаться неблагодарной. Не хочу, чтобы ты оставалась здесь против воли. Никогда б не подумал, что ты после всего захочешь заняться кухней. Боитесь, что в вашем доме я буду готовить ихтову похлебку? Надеюсь, в человеческом обличии у тебя вкус получше. Можете быть уверены. Я с детства любила готовить. Бабушка моя была истинная мастерица по части готовки. Ее бык, зажаренный целиком, Зажаренный бык. Это ж ебануться можно, сколько его жрать-то. Была госпожой целого поместья. Хотите сказать, женщина моего положения должна иметь повара? Да, и у меня были лучшие повара. Но блюда придумывала именно я. Они их только готовили. Вот это бабуля. До встречи. Берегите себя, ведьмак. Арин, ну как сказать, домой не тянет. Конечно, есть там ностальгичные места, но... Я понимаю, что сейчас мне там как бы делать-то особо и нечего, по-хорошему. Ну а что, работы там пока нет. Чисто приезжать, чего там, стримить, донаты и вот это вот все, это ж не то. О, класс. Так что... Зачем мне спать на кровати? Что я на кровати не спал никогда? Он же не спит. Он же этот...
Блин, у меня денег-то опять нет 5000 на поместье. Якорный флот. Ох, слона бы я съел. Чтоб их так к работе тянуло. Так, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что ж там все-таки творится. Каждый день одно и то же. И что ж там за место-то такое С ума сойти можно. любопытное. Ну, бонус, да. Ради шо бонус. Блин, там еще охренеть, конечно, сколько всего делать. Ну, посмотрим, что там за тестом мутха. Сохранились. Думаю, на лошади мы там проедем по-быстрому или... Хотя по-быстрому на плотве. Ладно. Я понял, спасибо. Я пешком пойду. О, ничего себе, что такое? А, привидение. Ах, привидение. Нахер мне это привидение? Не нужна-то мне. Вали отсюда нахер. О, какие чуваки. Это лыцарь странствующий. Но нам не туда. Заброшенный склад. Посмотрим, что там за складик. У меня ж ключ был. Ну, а если кушать-то надо, что же, что-то? Это, конечно, дело хорошее. Но я с 18 лет без работы сидеть не привык. Так-то, конечно, оно хорошо. О, входик. Замок открыт. Всякая хрень. Еще всякая хрень. Тут еще всякая хрень. Вот, пока тут работа есть, работаю. Когда работа кончится, поеду еще куда-нибудь работать. Такой план. Опять ты. Быками на корме слона бы добавил. Хорошо. Договорились. Я это учту. Все, тут одна. И что тут из чё интересного? О, Ростки архиспор. Что за дегенерат производить такое? Надо их сжечь, что не заполонили. так. Чё, вроде все? Или нет еще? Инвентарный список. Так. Хранилище архиспора синых или жгибная ферма под тестом мутно. Граф Владимир Креспи. Что? Какой такой Владимир Креспи? Из этого следует, что за бедами виноделен стоял граф Креспи. А, Креспи. Надо рассказать об этом Матильде и Лиаму. Да, чеканные монеты, это было бы неплохо. Ну что делать? Такие вот они, ведьмаки. Блин, там опять... А что это за синий? А, это озеро.
Угу. Подожди-ка. Там же Трастамара вот сюда, она же меня звала или нет? Ну-ка, давай туда съездим. Там была бочка со всеми делами. Так, как это будет? Там сокровище, наверное. Я так понимаю, это же сокровище. Нет, кстати. Да, именно так. Именно так. Голодные игры. Вот, Растамара. Вот туда-то мы и поедем. Трастамара. Собачка. Опять ложки. Кошмар. Так, это что, в подвал? За бочками. Ох, кошмар. Я бы сюда и просто так бы не пошел, честно говоря. Ну ладно. Мне кажется, тут какая-нибудь херня в любом случае должна заводиться. И это полная. Полная, они должны были высохнуть, наверное, давным-давно. Здесь искать нечего. Полная. И это полная. Угу. А в полной бочке он не мог ничего спрятать? Здесь искать нечего. Полная. Господин Понедельник. Странно. Оп. Красота. Хорошо будет смотреться в доме. Нормально так, а тут еще куда-то ведет дорожка. Закрыто, нужен ключ. Интересно. Вино не сохнет, в уксус превращается. Ну, может быть, да. Ну, как-то со временем, не знаю, может, могло и высохнуть. Там бочка протирается, продирается, портится, короче. Так, задание. Где у нас там эти винные войны? А мы, кстати, так и не решили же еще проблему того поговорить. После дома с котом и псом, ну, бля, кот и пес, это вообще была жесть. Это прям воспоминания, сука, на всю жизнь, блядь, гребаные демоны. Это было прям... Это было сурово. Это просто был пипец, короче. Причем ни хера непонятно, что за демоны, что они там делали. Короче, пипец. Плотва, ты можешь нажать на кнопку вперед? Ну, я не знаю, просто так как бы интересуюсь. Ладно. Понял вас, понял. Не любишь серебро, да? Кто виноват плота в этом? Только ты, потому что ты дура. Вот, собственно, и все. Ты, блядь, тупая, что ли, совсем? Господи, вот овца. Да ладно, я доеду, господи, что тут может мне страшного попасться? Какие-нибудь 3,5 вшивых монстра. А, блин, а куда я еду? Мне надо в этот...
Вообще непонятно, нахера я туда поехал, когда мне надо было вообще в этот охотничий домик заехать. Ладно, поехали прямо. Может, сейчас что-нибудь найдем интересное по дороге. Руины с монстрами. О. Руины дворца. Класс. Новая отметка вход. Ладно, мы сейчас не будем этим заниматься. Мне бы какой-нибудь переместительный столб. Было бы прекрасно узреть. Вот тут нет переместительного столба? Ну, конечно же, нет. Как вы живете тут без столбов-то вообще? Место силы было в руинах? Ну, потом заеду. Оно же на карте у меня запомнилось. Братва, навали! Не-не-не-не. У меня дело особой важности. Тут чё? А тут вроде, кстати, нормально все. У вас тут есть этот... Шевелись, плотва. Алексей Андреевич, привет. Ну, меня и сушит. У вас же должен быть здесь столбик поштовый. Придержи. Ну? Нет? Может, слева? Плотва кормится не знаю чем. Не исключено, что поскольку плотва все время разная, в общем-то, это не так уж и важно. Монстр из туфа. А столба нет у вас тут? Да как вы путешествуете, блин, без столбов? Ну серьезно, что ни одного столба нет? Архивариус, да мне уже вон заканчивать пора. Я уже пересидел на полчаса больше. А мне хочу узнать, чем закончилась винодельная история. Такси? Ну, может быть, да. Если только так. Без столба вообще странно жить, странно. Вообще нитка. Так. Почти доехали. Вот так Алексей страной происходит. Ой, я видел столб. Случайно. Ну, интересно все-таки, да? Что будет-то? Сейчас посмотрим. Я, правда, не доделал там еще до конца. Там еще чуть-чуть осталось. Мастер-ведьмак. Я нашел доказательства того, что все неприятности Короната и Верментина были кем-то подстроены. За всем этим стоит некий граф Криспи. Что? Криспи? Владелец Бельгарда? Это невозможно! Вот тут все написано. Действительно, у него был мотив. Он понимал, что если Короната и Верментина объединят силы, то у него не будет никаких шансов. Поэтому он решил их рассорить. И ему это удалось. Но его планы сработали не до конца. Им помешала бестия. Быть не может. Ты хочешь сказать, это не Лиам? Я все время был уверен, что это дело рук Матильды. В свете вновь открывшихся доказательств было бы справедливо, чтобы Бельгард перешел под управление обеих пострадавших сторон. Погодите. Вы предлагаете, чтобы мы сотрудничали? Да, это лучший выход. И он же самый выгодный для всех виноделин. Не верю, что я сама это говорю. Но я с ним совершенно согласна. Кажется, пора закопать топор войны.
В общем, 3 винодельни не одна. Может и правда что-нибудь выгадаем на этом. Пусть будет так. А деньги-то Я дадут? рад, что мы пришли к согласию. Вопрос только в том, что станет с Коронатой и Верментину. Я был занят расследованием, так что там еще есть чем мне заняться. Но я совсем разберусь. Отлично. Великолепно. В таком случае будем ждать добрых вестей. Там надо еще, короче, два этих самых сделать. Ща. 2 заданница. Не, ну они же даже мне бабок-то, в конце концов. В смысле? Так, это что, вот здесь еще надо? Пипец. 6. Ладно. Ни хрена себе отсюда ехать. Пошла. Ладно. Да разверни этого гребаного коня. В жилах Тусента течет СС. Вот холера. Да, спать не пойду, пока бабок не заплатит. Именно. Внешность обманчива. Ну интересно же. Даже у такого... Все-таки, чем все закончится? Поженятся они или нет, эти двое? Есть свои. Они же могут пожениться. Следующий Ведьмак, наверное, на выходных, на следующих. У нас на выходных Ведьмаки обычно получаются. Вперед, плотва! Блять. Тупая кобыла, двигай давай. Такой интерес заканчивался в 5 утра, ну вот как бы... Да тут чуть-чуть осталось, ты же понимаешь, там пара квестиков. Ну, пошла. Да ну ёб твою мать! Ну как ты умудряешься залезть в такое говно? Давай, Фигдар. Спасибо, Покедова. Не, ну совместный бизнес, они же могут пожениться, а могут и не пожениться, понимаешь? Вот в чем вопрос. Вот это мы сейчас и узнаем. О, вот опять мои любимые зверушки. Блядь, не тот. Не тот. Так, что там? Дни проходят, а работа не убывает. Дни проходят, а работа не убывает. И последний остался. О, охренеть, еще ехать. Ох, не говори, Алекс Финстер, вообще. Это тебе не картоху гонять. Картохой быстро нервы настраивает нужным образом. А тут нет, тут все не так. Картоху зашел, 4 слива подряд и все уже, все нормально. Так. Картофельная хрень. Так, давай. Блин, лаванда, конечно, тут пипец красивая. Вообще. Ой, кабанчик. Кабанчик. Он же вепрь. Вот они, блин, запарились, короче, сделали же игру со всеми этими рейтрейсингами и всей этой херней. Красавцы. Да иди, дура. Да-да-да, Серега, да-да-да. Ну, сейчас я вот этот вот один квестик допройду, и все, и все. Только один квестик. Так. Какой-то домик на берегу с дядьками.
Вот, все. Здорово. Че, мужик, проблема? Большое спасибо, стыд и срам. Их было слишком много, не А сколько дубляжа, прикинь, вот это же тоже чувака озвучивал этот самый Чихачев, который барона озвучивал. Сережа Чихачев. Значит, я тоже не просто так. Могу я вам чем-нибудь помочь? Так. Ну ладно. Это кто? А, это броник. Ну, брони у нас пока такой, чтобы нету. Короче, 5000 я, по-моему, никогда не наберу здесь. Таким темпом. Все, пойдем сдаваться. Тут опять через мост надо ехать. У вас опять нету здесь почты человеческой. Телепорточки. Почты, телепорт-почты. Но. Но эти, кстати, серии вот озвучены, конечно, получше, чем оригинал. Что в оригинале там косяки с таймингами, которые совершенно по-идиотски сделали. А тут прям все хорошо. Вот-вот, столбовые дворяне, они телепортируются, остальные нет. Мастер-ведьмак, есть ли какие-то вести? Я решил ваши проблемы. Коронаты Деньги и давай. снова могут работать нормально. В этих обстоятельствах мне крайне приятно сообщить, что винодельня Бильгард будет передана в руки созданного государством консорциума, в который войдет... Могли бы мне акции отсыпать. Правда? Поверить не могу. Получилось. Спасибо, ведьмак. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. А я знаю. Сначала выплатить мне награду. С Да-да-да. большим удовольствием. Прошу. Так. 748. Не хочу настаивать, но, по моему мнению, помощь ведьмака вам может еще понадобиться. И Ну, 730. не будем торопить события, прошу за Она мной. вообще двойную цену Пора вам обещала, осмотреть овца. Бильгард. Не нравится мне его тон. Идем с нами. Что-то мне подсказывает, что у тебя еще будет работа. Так, я не пойду в Бильгард. Я Надо в кое-что Бильгард доделать не по дороге. пойду. Все, господа, всем спасибо за просмотр. Не пойду. Ведьмак, как всегда, захватывающий. Все, я вам всем желаю спокойной ночки. Встретимся с вами завтра. С вами Турямбыч. До новых встреч и пока-пока.